А кто-нибудь смотрит канал Миссис Марпл? Я Глор. Возьми топор. Спать хочется, там пирожочки. Вот это, слава богу, закончилось. Где папич, где папич? Охуетительно. Это были лихие 2018-е, они веселились как могли. Мне кажется, это самое нестандартное начало выпуска на нашем канале, но на часах, сейчас узнаем, сколько точного времени. Сколько времени? 0 часов 11 минут. Я только что выбралась из Крокуса с репетиции, и это не финальная репетиция к турниру Мегафон Winter Clash. Я его ведущая в этот раз, и вот с нашей дороги домой начинается это видео. Итак, друзья, на часах чуть больше 8 утра. Мы находимся в Крокус Экспо. У меня в руках уже готовый двухдневный сценарий турнира Мегафон Winter Clash. Буквально через несколько часов именно в этом пустом павильоне окажется огромное количество людей, а пока мы готовимся к генеральному прогону. В этом видео я хочу показать вам, как вообще устроена работа турниров изнутри, сколько людей участвует в организации этого процесса, как это сложно, как это интересно, как непроста работа всех, кто делает такое большое событие, такое большое мероприятие. И не только те, кто работает на сцене и за сценой, просыпаются так рано и приезжают в Крокус просто еще затемно. На самом деле, вот, ребята из Фрагстора, я не знаю, вы ночевали здесь? Потому что вчера, когда я уезжала в 12 часов ночи, они еще были тут. Сколько ты спал сегодня? Часа 3. В общем, вот так выглядит подготовительный процесс к тому, чтобы запустить толпу. Ребята отпаривают футболки, вероятно, сейчас раскладывают все по полочкам. А учитывая, что буквально вот вчера Нави выиграли Virtus.pro, я представляю, каким наплывом побегут ребятки покупать черно-желтую форму. Но мы-то знаем, какую лучше всего покупать. Как я уже сказала, не только те люди, которые работают за сценой и на сцене, очень важны на таких мероприятиях, но и люди, которые занимаются другими активностями. Расскажи, пожалуйста, ребятам, чем ты занимаешься, за что ты отвечаешь во Фрагстор? Я руководитель маркетинга, и в мои обязанности входит также организация выставочных зон, продаж на турнирах, которые нам каждый раз встают не то что боком, но это очень сложно организовать, потому что помимо того, что у нас происходит во время мероприятия, это еще целый процесс подготовки, который просто бывает до хрена времени, и когда ты видишь, сколько людей подходит к стенду, становится страшно, потому что ты не можешь контролировать это уже чисто на автомате идет. Сколько в среднем на подобных турнирах вообще происходит продаж? Если в единицах товара просто, примерно? Это на подобных мероприятиях, там, Эпицентр и какие-то вот такие крупные турниры, 7 тысяч, возможно, единиц продается. То есть Нави, Virtus.pro, Dota, девайсы в общей сумме около 7 тысяч позиций. То есть, в деньгах вы сами можете посчитать, сколько это выходит. Вот. Можно назвать самый популярный товар вообще на Фрагстор? Нави. Нави? Нави. А что именно? Футболки чаще всего покупают. Это джерси игровые? Нет, футболки casual. И, кстати, независимо от успехов Нави всегда покупали у нас больше, чем ВП. Вот. Но это парадокс бывает такое на мероприятиях. Вот теперь, наконец-то, можем пройти уже к сцене, к трибунам. Чтобы вы понимали, вот этот большущий павильон разделен на две части. Вот здесь вот вся движуха, вся активность. И вот здесь вот трибуны, вот, собственно, вот это она, это трибуна. Идем туда, там сцена. Очень круто, на самом деле, что я наконец-то вам это все показываю. Всегда мечтала в пустом помещении до начала турнира рассказать, как это все обустроено. Круто, что здесь еще пока никого нет, тишина, и можно свободно ходить везде. Вы не поверите, но этот кубок, он не из пластика, он не из какого-то специального материала, не бьющегося, он реально из чистого стекла. Очень страшно возле него ходить, но стоит он надежно. В общем, это забавный факт, потому что не часто такое делают. Кубки, как правило, металлические, большие, устойчивые. Несколько раз, я помню, были случаи, когда кубок вообще разваливался, но с этим все будет хорошо. Просто вот, знаете, этот кубок был стеклянный, и он был очень-очень хрупкий.
Сейчас я расскажу вам, как работают ведущие на турнире, у которого есть трансляция в прямой эфир. Значит, у нас есть вот такие уши, и уши эти разные. Вот в идеальном мире я должна работать вот с таким ухом, с которым будет работать Степан Шульга. Но моя проблема в том, что уши у меня маленькие, и вот эта штука, она слетает с моего уха, и она не держится. Поэтому я работаю вот с таким вот наушником. Большинству людей с ним почему-то в трансляции бегать неудобно, но вот у меня случай особенный, мне удобно именно с таким обычным вот ушком от наушников. Вот, смотрите, здесь есть наклеечки, микрофон 2 и датчик 2. Датчик 1, ну и, собственно, микрофон номер 1 будет потом у Степана. Почему их так строго делят? Потому что в моем ухе режиссер трансляции разговаривает только со мной. В ухе Степана режиссер, тот же самый режиссер трансляции, разговаривает только со Степаном. И у нас с ним настроены микрофоны так, чтобы он тише слышал меня, а я тише слышала его, чтобы мы друг друга не перекрикивали и нам было комфортно в этих наушниках ходить. Чтобы вы понимали, примерно 12-10 часов мы ходим все время с этими ушами, и что там только не говорят, и что там только не происходит. Мы очень много интересной информации узнаем, и в любой момент режиссер может сказать: Маша, там срочно беги туда, или там: ой, у нас пауза, нужно срочно бежать, там куда-то тянуть время. В общем, это довольно забавно. Первый раз, когда я работала с таким ухом, мне реально было страшно постоянно. Я не могла никак собраться, особенно когда я стояла на сцене. Я думала: блин, мне надо говорить, и надо слушать, что делать. Боялась, что я начну слушать режиссера и просто замолчу. Ну, в общем, это все пофиксилось. Ребят, смотрите, там есть Егор, он очень стеснительный парень, поэтому его коллеги расскажут о том, чем он там сейчас занимается. Вот он просто какую-то огромную хреновину собирает. Что это такое и зачем это нужно? Это стадикам, он его настраивает. Нужно, чтобы камера летала по сцене. Саша дальше расскажет. Да, помогал зрителю видеть весь накал турнира. Если у Егора, конечно, получится, он справится, то вам всем очень понравится. Сколько Покажете эта штука Егора? весит сейчас? Вот скажи сначала, и потом покажем ее. Егор, сколько эта штука весит? 35. Так, это он на себе носит 35 килограмм. А сколько часов примерно? Весь день. Где-то часов 10-12, да? Да. С маленькими паузами. И репетирует еще, чтобы хорошо ходить. Обалдеть. И я надеюсь, что он все-таки занимается спортом и качает спину, иначе я не понимаю, как он это делает. Привет, Егор. Здорово. Вот так выглядит этот прекрасный человек. Сколько вот эта конкретно хрень весит? Ну, это килограмм. Сколько? Килограмм. Ты вот это именно? Да. Ну, где-то кило. Угу. А вот эта вся бандура 35. Ну, вся вот эта конструкция 35 весит. А вот и Степан Шульга, он проснулся, говорят, что даже выспался, и мы готовы, потому что через 3 минуты начнется генеральный прогон. Пойдемте за кулисы. За кулисами веселее, за кулисы. Можете подсветить сейчас центральный кубок, чтобы я увидела, что вы на месте все есть? Вот мы за кулисами. Видали, сколько места еще за сценой? И вот это все рабочие зоны. Церемония открытия начинается Начнется с под группу кино. оркестра. С оркестра. Это ребята, они играют в оркестре. Они репетировали точно так же, как и все остальные. Бедолаги тоже не спали ночами, правда? Вот, но очень-очень красивую музыку будут делать они на сцене. Евгений Колганов, импозантный мужчина, прямое отношение имеет ко всей вообще вот этой вот застройке, ко всему этому огромному мероприятию. Расскажи, пожалуйста, за что ты отвечаешь вообще в принципе в организации турниров, таких как Эпицентр, таких как Мегафон Winter Clash? Чем ты занимаешься? Привет. Привет. Я ивент-директор Эпицентре уже 2 года. Сколько людей задействовано было для того, чтобы провести застройку? Сколько дней она длилась? Застройка длилась 3 дня, полных дня. Участвовало порядка 300 человек в застройке. Да. Потому как застроить 250 тонн декораций, трибун, да, на это нужно очень много времени, очень много сил, много энергии. А ты все это время находишься, прям контролируешь на Нахожусь, площадке? контролирую, иногда сплю, иногда ем. Интересно, кстати, будет, наверное, вам знать, что у ребят есть номер в отеле, вот здесь, прям в Крокусе, и окно этого номера выходит прямо на сцену. Да, чтобы удобнее было контролировать весь этот процесс. А сколько человек вообще вот in general делает... Опа. Ха, ну это уже все, ребят. Ну продолжим в интимной обстановке. Сейчас Евгений включит свет. О. А сколько человек в целом вообще генерально делают турнир? Ну вот на стадии идей, там согласований, вот в целом вот твоя команда рабочая. Сколько Команда человек? Эпицентра Да. это 7 человек.
Прикиньте, 7 7 человек. человек постоянных сотрудников, которые работают. Извините. Сотрудники работают. Сотрудники работают. Спать хочется, там пирожочки. Кофеечек завезли. Как эта штука работает, господи. Я рекомендую, пока Маша не знает, как пользоваться кофейным аппаратом, позвать специально обученного человека и... Я же ведущая, в конце концов. Пам-пам. Я же должна себя как царица вести. Пам-пам, все немножко. правильно. Кофе мне. Тут уже собралась толпа в очереди. Ребята ждут, когда начнут открывать двери и запускать всех туда. Один вопрос хотела всем задать. А кто-нибудь смотрит канал Миссис Марпл? Да! Наш канал. Помашите все ручкой, вы окажетесь в новом выпуске. Прямо сейчас мы предпринимаем попытки сделать из меня человека. Да. Какие у тебя ожидания по сегодняшнему дню? Отличные просто. Вообще сочный денек, 3 было 3, то, что нужно. Особенно если взять, что это все утречком начинается. Организаторы еще перевели на час раньше, чтобы прям вообще прям по соку. Поэтому мы приехали сюда в лютую рань, в холод. То, что нужно, мне нравится, вот, для того, чтобы взбодриться. Кроме этого, вчера еще там у нас поздние каточки были. И вся фишка в том, что у Нави есть такая штука, что когда состав по доте, выигрывает, состав по Кайсу проигрывает. И вчера Нави выиграли первое место в группе, поэтому по Кайсу состав отлетел нафиг в 1/4 из Суперлиги. И проблема вся в том, что сегодня КС состав не может проиграть. И это означает, что Нави, соответственно, по доте не могут выиграть. И, к сожалению, против Ликвидов они сегодня тоже не смогут ничего сделать, скорее всего. Во сколько сегодня встали? В 7, наверное? В 7. 7. Жестко. Ну, наверное, вот того стоит. Да, это однозначно. А что, форварды выиграют? Нет, вот эти выиграют. Вот эти выиграют? Да. Ну, Секрет, наверное, победят. Какой счет? Какой счет? Блин, ну 2-1. 2-1. А какая следующая? Virtus.pro. Победят. Победят обязательно. На Virtus.pro победят. Все, следующий. Победа Нави, без шансов. Без шансов. Virtus.pro вторые. Ничего личного. Нави в финале? Да, да. Новая эра? Конечно. Вы видели вчера, что происходило вообще? Конечно. Я Глор. Нави победят. Я надеюсь, что все пройдет без эксцессов. Не будет 2-1, потому что я хочу 2-0. И надеюсь, не будет никаких задержек. Не хотим никаких технических неполадок. Нави будет в финале? Они уже в финале. Сегодня Ромка Resolution должен отлетать со счетом 2-0, потому что команда вообще не готова. По игре это отвратительно, то, что я видел. А вот в матче Virtus.pro LGD было бы тоже неприятно, чтобы наши парни отлетели, но я надеюсь, что они соберутся, потому что вчера они тоже... Вообще, в принципе, на этом чемпионате не очень жесткую какую-то доту показывают, а ребята из LGD не готовы. Их ликвиды нормально промотали, я думаю, они на сегодняшний день должны собраться. В 6 утра проснулся, подготовился, посмотрел реплей. Так, вот подсоединяю девайсики. Готовимся. Какие у тебя ожидания на сегодняшний день? Ожидание побед. Потому что побед не хватает пока. Можно хоть 2-0, хоть 2-1, но рассчитываю. Друзья, это самый важный процесс. Самый важный процесс из удобненьких кроссовочек превратить свою обувь в шик и блеск. Это же сцена. Вот это, слава богу, закончилось. Где Папич, где Папич? В такой вот позе прекрасной я нахожусь. Мы готовимся уже. Финальные приготовления. Сейчас вденем прекрасные наушники. Меня уже накрасили, все хорошо вообще. Через сколько минут начало? Через 20, да? Через 20 минут начинаем. Уже все готовы, все красивые. У меня там уже музыка играет, замечательно. Там объявляют команду, а Степа в паузу. Было 7 колец. Да, он так, было 7 колец, 100 лет назад. Выживет сильнейшая, там, людей. Весело, очень весело. Короче, это были лихие 2018-е, они веселились как могли. Как могли, выживали как могли. Теперь по работе. У вас там в обязанностях есть какое-то дикое интервью с флешка после карты. Если вы выигрываете карту, естественно, Да. это ты, потому что... Да. Карту или серию? Карту. После каждой карты у вас в контракте написано, что вы после каждой карты идете давать интервью. В каких-то моментах это... Оказывается, надо читать контракты. Ну, супер короткая, да, там очень Короткая короткая. флешка, да.
Покажи на что ты способен. Малый, ниже 5. 8. 8 начинаем движение. На 8. Virtus Pro. 6. На 5. Все, с таким лицом, конечно, попустичный челик. 8. И вышли на 8. Алиса, что у нас по времени? Хорошо. На 6. И 7. 7 начинаем движение. Вышли на 7. 4. 5. И... Олеся, 5. таймер. 30 секунд. Хорошо. И 4. Вышли на 6. Заполненное внимание. Начинается снег. Заполненное 10. И ушли на ЕВС-ку. 1. Первое. Первое двигаемся. 5, 4, 3, 2, падает. Рычит. На 9. Ведущие, внимание. Ведущие пошли, молчим. Улетает Рошан. На ведущих говорим. Всем привет, друзья! Здравствуйте, мы приветствуем вас на турнире Мегафон Winter Clash. Я приятно удивлен вообще в целом. Я когда вышел на сцену, во-первых, церемония открытия меня вынудила выйти посмотреть, что там происходит, потому что музыка была супер крутой. И я когда вышел, я видел практически полный зал, но это был эпик, очень круто. На самом деле очень здорово. Я до этого момента старалась не ездить на турниры по определенным причинам, потому что не хотелось отвлекать там от игр и так далее Айрата. А вот сейчас я здесь работаю, поэтому Айрата нет, никого отвлекать не надо. И вообще очень приятное впечатление. Я здесь не был первый день, поэтому я не знаю, какие технические проблемы и были ли они вообще, но для меня вот сейчас все находится на высочайшем уровне, как для человека, который работает прямо здесь, внутри ивента. Как ты? Охуетительно. В общем, удивительно, но с утра уже на турнир пришло поразительно много людей. У нас действительно забитые трибуны. И сейчас мы с вами пойдем посмотрим, что происходит в поле, который был совершенно пустой. Узнаем, что изменилось, сколько там людей. Дальше я решила вам рассказывать обо всем, что происходит во внутреннем устройстве турнира. Расскажу, вот, чем я занимаюсь в данный момент. У меня в ухе есть режиссер трансляции, как вы уже знаете. И сейчас, пока идет карта, я вот слышу всех комментаторов, аналитиков, все, что происходит там, на Твиче. А в какой-то момент я получу команду от режиссера, что нужно выходить в эфир. Я, будучи в фойе, буду рассказывать об активности, которые здесь происходят, и как-то развлекать людей, которые смотрят трансляцию. Поэтому я наготове с микрофоном, кто мне звонит. Сейчас узнаем, кто. Алло. Я в фойе, куда прийти? Иду? Дай-ка иду. Давай. Звоню Роман Дворянкин. Мы здесь сегодня не только снимаем выпуск Миссис Марпл, но и видео для канала Virtus Pro. Поэтому пойдемте в Twitch. Че, как турнир вам? Супер турнир. Мы тут, конечно, первый раз вообще на турнирах такого масштаба. Просто идеальное открытие, идеальная сцена. Лучше пока еще не видел. Наверное, потому что первый раз все-таки. На Миссис Марпл подписывайся, колокольчик там внизу жми, давай. Алды на месте. Подписывайтесь на Твиттер, Дранкс канал. Сейчас все прям, можно смотреть. Давай. Да я же не просто так в пол вышла, правильно? Я везде в балаклаве ходил. Я видел фотографию. Че, как турнир? Нормально, идет тяжело. Мы тестим. Я делал Маше комплимент, что она красиво сегодня выглядит. Это вся работа, которую я сделал и сделаю за сегодня. Я больше не буду ничего говорить. Я спал час. Я уже что-то сказал тем, что я сказал, что спал час. Только что была великолепная активность с ребятами, фанатами Virtus Pro.
Бать, не делай. Бать, не делай. Бать, не делай. Я его только настроил. Олесь, мы готовы. Если вдруг дровки дадут стрелять на протяжении там минуты по нему, глядишь, она его еще мнет так. За 15к. 17-я минута, 15 тысяч. ГГ пишет No One. Virtus.pro покидают турнир. Я так нервничаю. Я, глядя на Ярослава, ощущаю себя снова на стримхате просто. Ты великолепнее. Что я могу еще сказать? Сачок еще у нас есть. Капустка, но не красная. Да, салат еще песен. Чай. После него чувствуешь себя человеком. Так и есть. Андрей, Хороший, да. что входит в твои обязанности на турнире обычно и как это выглядит изнутри? Что сложного, что приятного, что необычного в твоей работе? Что я, значит, аналитик. Уважаемый аналитик. Бездельник это по-русски называется? Ладно, я шучу. В мои обязанности входит, значит, наблюдение за игрой, непосредственно аналитика самой. Конечно же, вовремя приходить в студию аналитики и вовремя уходить оттуда. Вот. В принципе, все. У меня душка сломалась. Все охуенно. Ребята, что хочу сказать. Вот эта дама прекрасная, огненная. Она же снялась в рекламе для Мегафона. Мы не будем говорить о графике, ни о чем не будем говорить. Она богическая просто. Там в латексном костюме идет, разбивает роботов. Расскажи, как это происходило. Это же очень классный опыт. Это был очень интересный опыт, потому что у меня есть близняшка, но у меня никогда не было двойника. Там у меня был двойник. Там, да, у меня есть близняшка, сестра. Я фоточки с ней порой выкладываю. ВЛС! Вот, ВЛС, конечно, это отдельный контент будет. И у меня никогда не было двойника. Там сделали реально каскадера моего двойника, и он дрался, и меня учили делать все то же самое, что делал он. И меня целый день до этого учили просто избивать людей, чтобы я могла также избить их на камеру. И сам ролик тоже... Вот 20 секунд, они снимались с 9 утра до 1:30 ночи. Это было просто безумно тяжело. Шел второй день турнира. Время 9 утра. Мы продолжаем предпринимать жалкие попытки, чтобы сделать из меня человека. Все выспались! У-ху! Сейчас пойдем прогонять, репетировать снова. Качество – это огромное количество повторений одного и того же. Друзья, наверняка каждый из вас... Нет. Друзья, наверняка некоторые из нас... Блять. Парад синонимов. Друзья, наверняка хотя бы кто-то из вас видел иногда вот такие вот большие фургоны с символикой Матч ТВ во время турниров, которые проходят в Москве. Так вот, идет сюда ко мне Антон Олейник, человек, который точно знает, что это за штуки и почему они стоят прямо внутри павильона в Крокусе. Слушай, ну это передвижная телевизионная станция, передвижная телевизионная студия, или сокращенно ПТС, называй как хочешь. Сейчас они стоят, да, ПТСики. Сейчас они стоят внутри Крокуса, потому что здесь тепло, сухо и гораздо удобнее, чем если бы они стояли на улице. А когда лето или когда нет возможности взять машину, они стоят, соответственно, снаружи. Там внутри происходит та самая магия телевидения, там режиссер формирует картинку, которую зрители видят на стриме. Вот так ответил бы Антон, если бы мы задавали этот вопрос для видеоматериала, например, на Москве-24 или на телеканале «Россия». Но так как это канал Миссис Марпл, я вам еще скажу, друзья. Да, Дарьял ТВ. Вот эта вот машинка, вот эта вот коробочка, это коробочка с максимальной концентрацией матов, правда? Не, максимальная концентрация матов происходит вот в этой машинке, которая стоит напротив нас, потому что там сидят инженеры. Вот только что просто оттуда орали тоже. Ну, оттуда редко, а оттуда постоянно. Особенно, когда, эй, ты, быстро перебеги сюда, включи вот это, вот там не работает, вот там переключи, и, в общем, мат, еще раз. Когда мата становится больше всего во время турнира? Ой, ты знаешь, больше всего мата не во время турнира, а перед турниром, где-то за 2-3 часа до его начала. И потом последние 10 минут до его начала, когда мы ищем кого, правильно, ведущих, которые где-то ходят. Я не хожу. Она не ходит, это правда. А когда мы ищем всяких разнообразных статистов и так далее и тому подобное, когда мы что-то доделываем или что-то внезапно меняется. А меняется все обычно всегда.
Кстати, вот, я вам хочу рассказать, я вам как раз все это время говорила, что у меня все время в ухе кое-кто говорит, это говорит вот этот Это говорю я. Время от времени, в общем, рассказываю вам самый главный секрет. Иногда я стою на сцене, что-то говорю в микрофон, серьезное, важное очень. А вот этот человек Антон говорит мне в ухо... Возьми топор, да. убей их всех. Катя, ты не туда. Куда мне идти? Не, я бы хотела просто свалить На самом деле, если взять именно пример первого Best of 3, то явно показывает то, что душить кого-то не имеет смысла, берешь лайк и выигрываешь. Смотри, это система повторов. Господи. Крепенько. Можешь покрутить какой-нибудь хайлайт. Что покрутить? Выдохни, как? Дерни за рычаг. Смотрите. Это слоумо. Теперь Вообще вперед. насчет пика антимага, то понятно. Видели? Что Это повтор. Это ты крутишь повторы? Да. И выбираешь сама, все сама делаешь и все делаешь тут. Иногда мы советуемся с обсерверами, какой момент лучше показать в эфире. И, соответственно, если режиссер хочет его выдать, тогда мы выдаем его в повтор. Если игроки проявляют какую-то эмоцию, мы можем подписать также к повтору эмоцию. Вот в этой камере, да? Все игроки все время вообще? Все 10 камер пишутся. Всегда? Всегда. У тебя компромат просто на всех? Абсолютно. Самый главный человек вот в этом процессе, помимо Антона, этот страшный человек. Я пока вижу, что и Тускар, и Oracle Смотрите, какой у него орган. Если секунду представить, как будет это все происходить, Повторщик английского стрима, тетровальщик английского стрима, режиссер английского стрима, продюсер английского, звукорежиссер. А вон там за дверью особая магия, но нам лучше обойти кругом, чтобы ее увидеть. Пойдем. А еще все дышат и создают жар. Это огромный недостаток, я Там согласен, они просто- все еще дышат. Расскажи, пожалуйста, что это за штукаясина, если ты, конечно, не сильно занят? Это волшебная штука с кнопками, с волшебными кнопками. Да. Каждая кнопка мне говорит о том, какой план берет каждый оператор. Соответственно, я помогаю режиссеру по плану. Ага. И у нас получается, в общем, прекрасная программа. И все вот эти люди, которые здесь находятся, они также нам помогают. Вот что сложнее всего там, когда, понятно, Сложнее когда всего аналитики, начать. Вот когда мы комментаторы- начинаем, главное, потом мы выдыхаем, и дальше прям все идет ровненько, гладенько, мы только все улучшаем и улучшаем. То есть самое сложное — это церемония открытия. Да, это подготовка. Вот самое первое время, прям с первого дня. А дальше все уже прям мы видим с первого дня, какие у нас там есть ошибки, какие-то, может, там чуть-чуть недоработки, что мы можем улучшить. И, соответственно, все дальше, и финал мы просто на 8 звезд из 5. Секрет раскрой, за кого чаще всего болеют в ПТС-ке? ПТС-ки чаще всего болеют за здоровье. Чтобы все были счастливы и здоровы, да. Вот на этой камере, на нашей, сейчас всем управляет Женька. А вот эти ребята управляют камерами операторов, которые ходят в зале и везде. Сами отсюда. Во. В общем, сейчас начнется матч PSG LGD и Нави, и я не буду мешать людям работать, потому что у них как раз-таки самая ответственная работа здесь. Вот у всего этого фургона. Это просто самые крутые чуваки здесь. Самый главный вопрос, Антон, сколько стоит эта великолепная хреновина? Слушай, все эти великолепные хреновины кучи стоят где-то 1,5 миллиарда рублей, но это в ценах 2012 года, это до подъема курса доллара. Сколько это сейчас стоит, я боюсь себе представить. Очень много. Мамочки! Как минимум 1,5 миллиарда умножить на 2. Вы понимаете вообще? А кто руководитель этого фургона? Вот стоит? Нет. А кто руководитель? Ну, кто управляет этой штукой? Я имею в виду, кто ее за рулем везет? Водитель, самый обыкновенный водитель Матч ТВ. Он крещен? Мне кажется, он уже ничего в этой жизни не боится. Ну, то есть ты едешь, например, из Москвы в Минск, как мы ездили на Warface, ребята, на штуке стоимостью где-то 15-комнатную квартиру в Москве. На 20 комнатную. Мне кажется, у тебя просто максимально стальные яйца, насколько это возможно, в принципе. Ну, то есть ты в этой жизни уже ни за что не переживаешь. Ну да. Ну, типа, если что-то случится, то уже считай, что все, что могло в жизни случиться, Оно все случилось, да. Ребята, вот такие вещи происходят на турнирах, в то время как вы смотрите просто трансляцию на Твиче и говорите: «Ой, что-то мне не нравится, мне там что-то там на щеке какой-то пиксель выиграл». Вот такие все вещи, это все ерунда. А я вас помню всех до единого. Да. Реарм нужно поймать Мана, где взять ману? Расстреливает барак.
Гейм, well played, Нави в финале! Да, это финал. Пошел врыв под фонтан, сноубол хороший, но куда? Есть байбек? Нет. ГГ пишет Санейка и Guardian Angel под фонтан. Team Liquid становятся чемпионами Мегафон Winter Clash. Вот такое оно закулисье Мегафон Winter Clash. Обещайте сейчас, что поставите лайк и подпишитесь на канал Миссис Марпл. Ну и, конечно, ждите зимнюю стримхату. Ничего, что я должна была это сказать. Всем привет, меня зовут Женя, и наверняка вы уже меня знаете, я создаю этот канал вместе с Машей. Как вы могли уже заметить, в этом выпуске нет рекламы, то есть он создан абсолютно на бесплатной основе. Если вам понравилось это видео, если вам понравилось это видео, если вам понравилось это видео, все, тихо, успокоились. Если вам понравилось это видео и вы захотели поблагодарить нас, а также поддержать, пройдите... Ребят, если вам понравился этот выпуск и вы хотите нас поблагодарить и поддержать, то можете перейти по ссылке в описании. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и написать комментарий, что в этом выпуске вам понравилось больше всего. Ну и всем пока и до встречи! Лайк, если хочешь, чтобы Женька чаще был в кадре.